Готовы ли вы столкнуться с правдой, скрытой за милой улыбкой и пустым взглядом? Когда Чингук наконец заговорил, вся ARMY замерла в молчании. За этим шокирующим заявлением скрывается мрачная тайна о Тэхёне, которую никто не готов услышать. Что же на самом деле произошло в это время? Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить продолжение этой захватывающей истории. Каждый ваш комментарий открывает новую подсказку. Никто не ожидал, что одна фраза Чингука сможет остановить миллионы сердец в одно мгновение, но это действительно произошло. Пока мир был занят напряженным графиком, международными турами и неугасающим сиянием сцены, внезапно, в, казалось бы, обычном интервью Чингук сказал что-то, что заставило всю поп-индустрию замереть. Почему он выбрал именно это время? Что он на самом деле хотел сказать? И, что более важно, почему ARMY чувствует, что это касается не только его, но и Тэхёна? Все началось с необычно пустого взгляда Чингука во время интервью. Он сидел тихо, на его лице не было никакого выражения, но в глазах читалась буря. Интервьюер поначалу казался расслабленным, задавая легкие вопросы о новом альбоме и предстоящих совместных проектах. Но когда вопрос переключился на отношения между участниками группы, атмосфера в комнате, казалось, изменилась. Легкий смешок персонала внезапно исчез. «Настройте запись с камеры». Затем прозвучала фраза «Полагаю, пришло время рассказать правду о Тэхёне». Тишина. Никто не знал, как реагировать. Интервьюер выглядел растерянным, даже сомневаясь, часть ли это сценария или внутренняя шутка. Но Чингук не смеялся, даже не улыбался. Он просто смотрел прямо в камеру, как будто обращался не только к интервьюеру, но и к миллионам ARMY, которые позже посмотрят этот ролик. Теперь вопрос в том, какую правду он хочет раскрыть и почему именно сейчас. Интервью не закончилось, когда СМИ начали действовать. 7-секундный ролик распространился по X, ранее Twitter, TikTok и Instagram менее чем за час. Фраза о Тэхёне стала вирусной во всем мире. HYBE, обычно быстро контролирующий поток информации, на этот раз немного опоздал. ARMY не могли молчать. Появились многочисленные предположения, от давних теорий заговора о расколе внутри BTS до обвинений в том, что Чингук покинет группу. Но главный вопрос звучал повсюду: что именно от нас скрывали все это время? Что делает эту ситуацию еще более подозрительной, так это молчание самого Тэхёна. За 24 часа с момента, как заявление Чингука стало вирусным, Тэхён ничего не выложил ни в Instagram, ни на Weverse. Не было никаких заявлений от менеджмента. Это не редкость для человека, который очень активен в социальных сетях и часто взаимодействует с фанатами даже по мелочам. Молчание Тэхёна вызывает страх. Некоторые ARMY пересматривали старые видео, прямые трансляции и моменты, которые теперь выглядят совсем иначе, если их пересмотреть после признания Чингука. Одно из видео, ставшее вирусным, было снято за кулисами концерта в Токио в прошлом году. На нем Чингук смотрит вниз, держась за грудь, словно задерживая дыхание. Тэхён стоит позади него, и кажется, что он хочет дотронуться до его плеча, но его рука останавливается на полпути. Тогда фанаты подумали, что это обычный момент. Теперь все кажется намеком, скрытым на виду. Между участниками группы есть нечто гораздо более глубокое, чем просто профессиональные отношения. И теперь общественность начала задаваться вопросом, были ли их отношения пока лишь сценическим представлением. Или они настолько реальны, что им приходится их скрывать? Репортеры начали прибывать в штаб-квартиру HYBE в Йонсоне. Некоторые пытались задать вопросы менеджеру или сотрудникам напрямую. Никто не дал ответа. Даже охранникам было приказано не отвечать на вопросы СМИ. Такого раньше никогда не случалось. Обычно HYBE очень организованно реагирует на новости, даже на дикие слухи. Но на этот раз они, похоже, испугались. Тем временем международные фанаты начали анализировать каждое взаимодействие дуэта Тэкук, известного как таковой. Появились упоминания о том, что после последнего камбэка их редко видели вместе вне сцены.
Даже когда все участники BTS выступали на развлекательных шоу, они сидели отдельно, в отличие от обычного. Это сделано намеренно. Их напряжение незаметно для обычного глаза. Затем на платформе X появился анонимный аккаунт, утверждающий, что он бывший сотрудник HYBE. Аккаунт, использующий псевдоним Eclipse Insight, опубликовал серию шокирующих заявлений. Он утверждал, что в то время существовал внутренний приказ не позволять Чингуку и Тэхёну слишком близко находиться перед камерой. Причина – чрезмерная химия считалась чрезмерным публичным интерпретацией. Пост вызвал разнообразные реакции. Некоторые поверили, некоторые усомнились, но все чувствовали себя все более и более обеспокоенными. Почему их близость представляет угрозу? И кто на самом деле боится этой правды? Еще более удивительно, что Eclipse Insight утверждали, что стали свидетелями конфликта между Чингуком и одним из руководителей HYBE в тренировочном зале. По их словам, Чингук был зол, потому что руководство запретило ему навещать Тэхёна, который проходил психологическую реабилитацию. Подробностей о характере реабилитации нет. Но ясно одно, если это правда, то это не просто обычная рабочая ситуация. Это затрагивает очень глубокую личную сферу. Неужели Тэхён боролся молча? Правда начала складываться, как кусочки пазла, но никто не осмеливался собрать их воедино, вероятно, потому что самые важные кусочки еще предстояло увидеть. И почему-то все чувствовали, что этот кусочек может дать только сам Чингук. Через 2 дня после интервью на Уиверс наконец-то появилась прямая трансляция с участием Чингука. Заголовок состоял всего из одного слова «довольно». Весь мир ждал. Десятки тысяч зрителей присоединились еще до начала трансляции. Экран был темным, показывая только пустые места. Затем вошел Чингук, сел и глубоко вздохнул. Он посмотрел в камеру точно так же, как и в интервью. «Вы имеете право знать, но я должен быть осторожен, потому что дело не только во мне. Дело в человеке, который очень много значит для меня, но все это время делал вид, что ничего не говорит. Он не хочет говорить, поэтому я сделаю это за него. Если вы думаете, что все это просто шумиха в СМИ, то вы не видели, что произошло той ночью, о которой даже не упоминалось ни в одной новости». Молчание Тэхёна, который сначала приняли за жест сдержанности, стало ощущаться как беззвучный крик, намеренно заглушенный. Но задумывались ли вы когда-нибудь, действительно ли это его решение? Или есть что-то, что мешает ему говорить? Пока прямая трансляция Чингука оставалась в центре внимания и пересматривалась миллионы раз, команда фанатов-расследователей начала действовать. ARMY с почти журналистской точностью отслеживали цифровые следы в течение последних нескольких недель. Они обнаружили нечто очень тревожное, едва заметный для обычного глаза узор. За несколько недель до заявления Чингука Тэхён появился в прямом эфире японской радиопередачи. Во время эфира ведущий спонтанно упомянул имя Чингука, обсуждая их выступление на сцене. Реакция Тэхёна была очень быстрой и необычной. Он тут же опустил голову, затем натянуто рассмеялся и быстро перевел разговор на другую тему, но в его глазах читалось что-то более глубокое. Некоторые внимательные ARMY заметили слезы в уголке его глаза. Была ли это грусть, напряжение или чувство вины? Удивительно, что запись радиопередачи была удалена из обращения всего за 24 часа. Все стриминговые платформы удалили эпизод без объяснения причин. И еще более странно, что команда станции, как обычно, так и не выложила ни фотографий, ни видео с этой передачи. Было ли это просто совпадение? Или это была ночь, которую все скрывали? Затем появилось свидетельство ARMY, который утверждал, что видел нечто необычное на подземной парковке здания HYBE. Он опубликовал свой опыт на Уиверс в ночь прямого эфира Чингука. По его словам, за несколько недель до этого он находился на съемочной площадке, ожидая другого айдола. Но случайно он увидел мужчину, очень похожего на Тэхёна, который почти 2 часа сидел один в черной машине, не выходя. Даже издалека фанаты ARMY видели, как мужчина стучал по рулю и выглядел расстроенным. Это Тэхён? Если да, то что происходит?
HYBE хранили молчание. Даже под давлением СМИ они выпустили лишь одно стандартное заявление: мы уважаем частную жизнь наших артистов и не будем давать никаких дальнейших комментариев. Но именно из-за молчания росли подозрения. Обычно HYBE быстро пресекают слухи или искаженные новости. На этот раз они, похоже, слишком боялись сказать что-то не то. И посреди всего этого, наконец, один из самых неожиданных людей заговорил — Чимин. На закрытом мероприятии для арт-сообщества, которое транслировалось в ограниченном формате, он без контекста сказал: «Иногда нам приходится учиться принимать тот факт, что не все, что выглядит сильным, на самом деле совершенно нормально». Заявление было мгновенно распространено, как лесной пожар. Все тут же приписали его Тэхёну. Так ли Чимин подает сигналы? Хочет ли он что-то сказать, не произнося это вслух? Еще более шокирующим этот момент делает всплывшее старое видео. Отрывок с концерта BTS двухлетней давности, где Чингук, кажется, хочет поговорить с Тэхёном перед началом финальной песни. Однако появляется менеджер и разнимает их, прежде чем разговор успевает состояться. Раньше этот момент воспринимался как само собой разумеющееся. Теперь же это выглядит как преднамеренное вмешательство. Почему постоянно предпринимаются попытки разнять их? А потом наступила незабываемая ночь. Бывший редактор внутренней документации HYBE, ранее известный утечками фотографий с репетиций BTS несколько лет назад, снова появился. Он выложил фрагмент фотографии, от которой у всех ARMY перехватило дыхание. На снимке изображена пустая репетиционная комната с одним стулом, одной неподвижной камерой и листом бумаги на полу. В углу комнаты видны силуэты двух человек, один сидит, опустив голову, другой стоит спиной к камере. Подпись гласила: «Вчера вечером перед тем, как все изменилось». Ни совещание, ни свидание, но ARMY знают, что это не совпадение. Они начали сопоставлять одежду и освещение в комнате с другими официальными документами с репетиций. Результат: фотография, скорее всего, была сделана за 3 дня до их последнего камбэка, за 3 дня до того, как Тэхён внезапно отсутствовал в расписании радиопродвижения 2 дня подряд под предлогом плохого самочувствия. Была ли это ночь противостояния? Был ли это момент, когда все рухнуло? Затем неожиданно просочилось электронное письмо, которое быстро распространилось по всему международному сообществу ARMY. Содержание письма, по всей видимости, представляло собой внутреннюю переписку между менеджером проекта и одним из руководителей HYBE. В письме говорилось, что эмоциональный конфликт между двумя главными артистами необходимо контролировать, прежде чем он перерастет в конфликт. Хотя имена не назывались, все знали, о ком идет речь. Самым шокирующим моментом стало последнее предложение: если Чингук продолжит настаивать на том, чтобы вынести это на всеобщее обозрение, мы потеряем контроль. Контроль над чем? Над публичным имиджем, внутренней динамикой или над самой правдой? И по мере нарастания напряжения внезапно раздался голос из неожиданного источника — матери Тэхёна. В личном посте, повторно опубликованном одним из родственников, мать написала: «Я бы хотела, чтобы мир знал, что его улыбка не всегда означает, что он счастлив, но он слишком хорош, чтобы сказать «нет». ARMY замолчали. Мир замолчал. Это было первым подтверждением того, что у Тэхёна что-то есть в запасе и что он слишком долго держал все в себе. Однако вопрос теперь меняется: что именно Тэхён скрывал все это время? И почему Чингук считает, что единственный способ спасти его — это раскрыть все миру? Мы только что открыли дверь в комнату, которая была заперта снаружи. Но то, что внутри, все еще не совсем видно. Что бы вы сделали, если бы человек, которому вы больше всего доверяете, тихо, без слов, передал свое последнее послание, задев что-то настолько глубокое, что вы даже не подозревали, что это все еще есть в вашем сердце? Вы проигнорируете это или начнете все подвергать сомнению. После шокирующего заявления Чингука и молчания HYBE, которое заставило весь мир кипеть от предположений, одно неоспоримо: за кулисами происходит что-то важное. Но мир не совсем готов к тому, что произойдет дальше.
Потому что на этот раз появляются не просто доказательства, а прямые намеки от самого Тэхёна. И не словами. Фанаты Тэхёна по всему миру начали замечать странную вещь в последнем посте Тэхёна в Инстаграм, который на первый взгляд кажется очень простым. Просто силуэтное фото, где он стоит перед окном на фоне сумеречного неба. Без подписи. Но за 10 минут пост наполнился более чем 400 тысяч комментариев. Почему? Потому что, если присмотреться к нижнему правому углу окна, можно увидеть слабое отражение. Другой мужчина сидит на полу, склонив голову. Его лицо нечеткое, но прическа и поза очень похожи на Чингука. Было ли это сделано намеренно, или это необъяснимое совпадение? Одна из крупнейших фан-баз Тэхёна в Корее, известная своей скрупулезной цифровой криминалистикой, проанализировала свет и тень на фотографии. Они пришли к выводу, что снимок не мог быть сделан в одиночку. Положение камеры, отражение света и композиция указывают на то, что это результат фотографии с преднамеренной настройкой. Но почему выложили только одно фото? И почему без текста? И вот тут-то все начинает казаться каким-то секретным кодом, который нужно разгадать. В течение 24 часов после публикации Тэхён сменил свою фотографию профиля в Инстаграм на простую черную. Затем он удалил истории из раздела «Истории», содержащие взаимодействие с Чингуком. Но, как ни странно, он не удалил ни одной их совместной фотографии. Даже одна из фотографий, которая когда-то привела Эйяр Эмуай в истерику, на которой Чингук обнимает Тэхёна сзади во время тренировки, осталась. Многие называют это молчаливым протестом, своего рода сопротивлением без слов.